Добрый день, дорогие зрители моего канала! Сегодня я хочу рассказать вам, как чаще всего я прячу хвостики в плетении. Этот вопрос задают мне постоянно, и я решила снять отдельное видео, где я покажу, как я это делаю. Для начала я хочу сплести произвольную дуги и колечки. Начну плетение я с колец, которые у меня будут желтого цвета. Как вы видите, в начале плетения я заправляю хвостик от другого челнока в несколько узлов. Обычно я делаю 2-3 узла, но я думаю, об этом вы уже знаете, потому что почти в каждом видео я рассказываю об этом. Далее, обычно я отрезаю хвостик вот этот, но не до конца. Вот посмотрите, я оставляю примерно 1, наверное, миллиметр для того, чтобы впоследствии его немножко опалить. Я этот способ выработала опытным путем, потому что все-таки капрон – это нить такая достаточно скользкая, и даже при заправлении ее в 2-3 узла иногда случается такое, что хвостик просто назад убегает. Чтобы этого не происходило, я аккуратно опаляю хвостик и прижимаю пальцем. Все. Вот этот вот способ дает вам стопроцентную гарантию, что хвостик не уедет назад, потому что у нас здесь образуется небольшая капелька, и за счет нее нитка обратно не уйдет. Далее я плету дальше. После того, как я сплела колечко, вот такое вот у меня кольцо произвольное получилось, я меняю местами челноки, и теперь буду вплетать в процессе плетения вот этот хвостик, который у нас остался от зеленого челнока. Вплетать конец нити я буду точно таким же способом, как и при плетении колечка. Но только единственное, при плетении дуги я не всегда опаляю хвостик нитки для того, чтобы зафиксировать, потому что все-таки дуга, она у нас уже никуда не девается, мы через нее нить не протаскиваем, и опалять хвостик не обязательно. Опять я заправляю в 3-4 узелка. Здесь я уже отрежу под корень, то есть не оставляя пары миллиметров. Плету дугу, решила ее сделать из 10 узелков. Далее вы должны понимать, если работа у вас оканчивается колечком, то вот эта нить от дуги нам уже более не понадобится. Поэтому мы смело можем ее отрезать. Но мы же должны ее заправить. Как это сделать? Я сейчас покажу. Я оставляю не длинный хвостик нити и начинаю плести колечко, придерживая хвостик 2 пальцами. Сразу же, как только вы начинаете плести первую часть узла, мы протаскиваем аккуратно хвостик нити. То есть, по сути, мы его вправляем точно так же. Вот, посмотрите. Мы точно так же заправляем его, как и при обычном способе плетения в самом начале. То есть все то же самое. Заправляем его также в 3-4 узелка. Дальше для надежности я оставляю небольшой хвостик нити, прям совсем коротенький, маленький. Далее я выполню соединение с предыдущим мотивом. Если честно, тут я не считала, сколько у меня узлов, поэтому, скорее всего, колечки получатся неровными. Далее, вот смотрите, у меня осталась нить. Я отрезаю достаточно длинную нить, чтобы мне было комфортно надеть иглу на него. Беру самую толстую обычную иглу, это даже не бисерная.
Ничего сложного в этом нет. Аккуратно продеваем в основание узелков. Вот, посмотрите. И протаскиваем. Работу не перетягиваем, потому что иначе у нас само колечко просто может стать немного таким деформированным. Прошиваем очень аккуратно. Ну вот я сделаю сейчас последний, третий стежок. Оставляю прям коротенький маленький хвостик. Прям совсем чуть-чуть. Вот, посмотрите, у меня, видите, прям маленький-маленький хвостик. Беру зажигалку снова и аккуратно опаляю хвостик. Все, пальчиком зажимаю. Вот посмотрите, если нить более светлая, вот этот как раз-таки наплыв не так заметный. И еще есть такой нюанс. Вам не нужно жечь нитку саму, вам нужно ее именно расплавлять, чтобы она как свеча у вас стала мягкой. А потом вы просто зажимаете пальцем, делайте это аккуратно, потому что можно иногда обжечься. Ну, у меня уже как-то, я уже привыкла это делать. И вот посмотрите, у нас лицевая сторона, она вся чистая. Нигде не видно ни хвостиков, незаметно, что где-то кольцо у нас деформировано. Незаметно ничего, абсолютно. Вот таким способом обычно я заправляю свои хвостики. Есть еще много разных способов заправления, но мне они не особо удобны. Например, есть способ, когда при плетении последнего колечка вплетается еще дополнительно нить, которая образует петлю. То есть вот так вот накладывается нить, она там у нас получается петелька, и за петельку мы потом протаскиваем хвостик. Мне он не совсем нравится, этот способ, потому что для меня он слишком долгий. Это вот такой вот экспресс-способ, как я заправляю ниточки. Ну что же, если вам понравилось видео, то не забывайте поставить мне пальчик вверх, подписаться на канал. А на сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.